Из этого видео вы узнаете, что такое NFT-токен простыми словами, для чего они нужны и где применяются. А в конце ролика мы расскажем, как сделать и заработать на NFT-токенах. Итак, начинаем. Что собой представляют токены NFT? NFT, невзаимозаменяемый токен, это новый тип цифровых жетонов, отличающихся уникальностью каждого выпущенного экземпляра. Это главное отличие NFT от цифровой валюты, распределенных сетей или фиатных денег, которые полностью взаимозаменяемы. Попробуем объяснить наглядно. Допустим, вы заняли у приятеля 1000 рублей, и он поставил вам условие возвратить долг такой же банкнотой. Когда придет время, вы спокойно можете отдать кредитору любую купюру того же номинала, не нарушив условий договора. Значит, фиатная валюта относится к взаимозаменяемым активам. То же самое относится и к криптовалютам. Более подробно о том, что такое криптовалюта и как на ней зарабатывать, смотрите в нашем ролике на канале Жажда Про. Но с токеном NFT все совсем по-другому. Допустим, у вас есть футбольный мяч с автографом игрока сборной Испании. Заменить его другим мячом такого же дизайна и размера никак нельзя. Те же качества имеют цифровые активы NFT. Они уникальны и неделимы. 1 рубль, доллар, биткоин или другой платежный актив определенного номинала делится на мелкие части. Например, на копейки, центы, сатоши и так далее. NFT-токены невозможно каким-либо образом разделить. Они хранятся и передаются в 100% объеме, то есть целиком. С помощью криптографии можно взять любой набор данных, например, картину, музыку, фильм, персонаж компьютерной игры, что-то еще, и сделать на его основе уникальный токен. Этот токен будет символизировать исходный файл. Таким образом, данный тип активов закрепляет право собственности на тот или иной цифровой объект. К примеру, если вы покупаете игровой предмет за внутренние токены, то он все равно остается в собственности разработчиков. Его можно переделать или вообще изъять. Но если токенизировать этот объект в NFT-формате, право собственности в таком случае будет подтверждено. Данные о владельце и NFT-токенах записываются в блокчейн, что делает невозможным их потерю или исправление. Более подробно про технологию блокчейн смотрите в одном из наших роликов. Зачем нужны NFT-токены? NFT используются, чтобы цифровые активы переводить в физические. Если простыми словами, то для того, чтобы файлы можно было защитить от копирования и несанкционированного использования так же, как мы защищаем имущество. Вот некоторые сферы, где это может пригодиться в народном хозяйстве. Первое. Чтобы лицензировать фильмы, книги, музыку и другие интеллектуальные активы. Например, кинокомпания сняла фильм и продает кинотеатрам токены на их воспроизведение. Это эквивалент рассылки физических катушек с пленкой этого фильма только в цифровом мире. Или музыкальный лейбл рассылает свою музыку по интернет-радиостанциям, и вся музыка токенизирована, чтобы файлики не расползлись за пределы станций. Вторая. Чтобы художникам продавать оригиналы своих работ с аукциона, если сама работа существует только в цифровом виде. Третье. Чтобы торговать скинами, текстурами, оружием и прочим цифровым баловством в играх. Четвертое. Чтобы регистрировать права на объекты в физическом мире, то есть подтверждение права на недвижимость, автомобиль, предметы искусства. История появления NFT. Самым ярким проектом прошлого десятилетия следует признать токенизированный мем с лягушонком Пепе. В начале 2018-го данный NFT был продан на аукционе за сумму, эквивалентную $30,5 тысяч в токенах. Нельзя не упомянуть знаменитых CryptoKitties. Это компьютерная игра, которая использует блокчейн Ethereum, дающая возможность игрокам покупать, продавать, собирать и разводить виртуальных кошек разных типов, то есть уникальных NFT-котят. Необходимо приобрести пару CryptoKitties и производить от них NFT-потомство. В 2018 году один криптокотенок был продан за 600 эфириумов. Сами можете подсчитать, сколько это в долларах по нынешнему курсу эфира. Токенизация цифровых объектов распространилась на карточные и спортивные игры, доменные имена и традиционные финансовые инструменты. Следующим витком развития NFT стала токенизация цифрового искусства. Появились маркетплейсы для продажи NFT-токенов, где можно использовать невзаимозаменяемые токены. Данный вид цифровых жетонов, то есть токенов, имеет обширный спектр применения.
Это и видеоигры, и изобразительное искусство, и распространение билетов в кинотеатры. NFT-токены могут стать основой развивающейся киберэкономики. Наряду с похожими на наличные деньги криптомонетами, неделимые токены позволяют оцифровывать физические товары. NFT работают как запись в базе данных. Чтобы объяснить пользу незаменяемых токенов для обеспечения безопасности и идентифицированных данных на основе блокчейна, приведем несколько примеров того, как работает NFT. CryptoPunks — это просто легенда. 10 тысяч цифровых портретов 24 на 24 пикселя. На данный момент нет ни одной картинки панка дешевле 15 тысяч долларов. К тому же недавно 9 редких NFT CryptoPunks были проданы на аукционе Кристис в Нью-Йорке за почти 17 миллионов долларов. Следующий пример — NBA Top Shots. Это прорыв в цифровом коллекционировании. NFT-карточки с лучшими бросками NBA всех времен. Объем продаж в первый же месяц более 5 миллионов долларов. Единственный по-настоящему крупный проект не на блокчейне Ethereum. Следующим по популярности пример Hashmasks. Интересный проект — результат сотрудничества более 80 художников. Это коллекция из более 17 тысяч цифровых произведений искусства. Художники разработали хэшмаски, то есть портреты существ, которые отличаются цветом глаз, полом, расой и другими характеристиками. Каждая картина уникальна и представлена в виде NFT, то есть невзаимозаменяемого токена. Токенизируются даже картины таких известных современных художников, как Бэнкси и Покрас Лампас. Как это реализовывали? Взяли работу художника Бэнкси, сфотографировали ее, оригинал сожгли, чтобы он больше не достался никому. Фотографию привязали к этому самому NFT. Теперь эту работу продают на цифровом аукционе. Предметы коллекционирования искусства в виде NFT. Мы уже рассмотрели один пример предметов коллекционирования, защищенных NFT — CryptoKitties. Но сегмент NFT рынка очень обширен и развивается во всех направлениях. Одной из главных сфер является коллекционирование произведений искусства. Картины и скульптуры могут быть проверены и аутентифицированы экспертами, прежде чем создавать незаменяемый знак для данного произведения искусства. Когда владелец хочет продать один из экземпляров своей коллекции, он может просто выставить невзаимозаменяемый токен на аукцион в качестве доказательства того, что актив реален и он является истинным владельцем. Этот вид сертификации оцифровывает процесс происхождения и предотвращает подделку и мошенничество в мире искусства. То же самое можно сделать с коллекционными карточками, марками, ювелирными изделиями, мечами с автографами или любой коллекционной вещью, которую вы можете себе представить. Безопасность блокчейна гарантирует легитимность транзакции. Лучшие площадки для купли-продажи токенов NFT. Nifty Gateway. Работают на блокчейне Ethereum, но проводят сделки в долларовом эквиваленте. На эту площадку художнику попасть непросто. Отбирают уже известных авторов или тех, кто делает по-настоящему классные работы. Планка для выставления своих работ тут очень высокая. OpenSea. Это самый большой маркетплейс NFT вообще и криптоискусство в частности. В основном на OpenSea совершаются вторичные продажи. Но у них есть все, чтобы токенизировать свои работы. Просто на OpenSea чуть менее удобно их продвигать. Но если вы полагаетесь на своих подписчиков, то OpenSea — отличный выбор. Rarible — это самая демократичная площадка. Токенизировать свою работу может любой желающий. В общем, Rarible — это проект не только для криптоарта, это также маркетплейс для любых NFT. Как заработать на NFT-токенах? Порядок работы с маркетплейсами достаточно простой. Автор регистрируется и загружает свою работу. В случае, если маркетплейс работает на блокчейне Ethereum, а таких большинство, то автор платит за включение в блокчейн первоначальной информации о картине, то есть файле. То есть вы создаете криптокошелек, приобретаете криптовалюту, которую принимает площадка, и оплачиваете комиссию за публикацию работы. Напоминаем, купить криптовалюту можно по ссылке в описании к ролику. Если будут вопросы, как купить или продать криптовалюту, смотрите в нашем отдельном видео по этой теме. После выполнения описанной процедуры, картина или другая работа автора продается, как правило, в формате аукциона. Такой заработок на NFT-токенах сейчас набирает обороты. Некоторые NFT-файлы уникальны, что повышает их стоимость. Но это, как правило, работы уже известных художников.
Другие работы можно купить ограниченное количество раз. Количество тоже разное. Есть файлы, которые сам автор продает только в 10 экземплярах. Есть те, которые автор продает несколько сотен раз и более. Часто такие работы покупают, чтобы затем выставить для перепродажи, многократно завышая цену. Количество перепродаж не ограничено. Примером успешной продажи токена NFT является цифровой коллаж, который был продан 11 марта на аукционе Кристис за почти $70 миллионов, автором которого является Beeple. Как ясно из названия, картина состоит из 5000 изображений, в которой художник рисовал по одному изображению в день на протяжении 13 лет, начиная с 1 мая 2007 года. Токены NFT в мире онлайн-игр. NFT полностью меняют мир игр. Геймеры нередко приобретают различные игровые предметы, такие как оружие, одежду и так далее. Создание незаменяемых токенов для этих активов дает возможность функционировать внутриигровой блокчейн-экономики. Традиционные многопользовательские видеоигры и даже казино также вовлекаются в увлечение несменяемыми токенами. Они понимают, что блокчейн-токены позволяют игрокам извлекать реальную ценность из игры. Рынок игорного контента продолжает расширяться. Также билеты на любой спектакль или спортивное соревнование можно выпускать в цифровом виде на блокчейне. Каждый билет уникален, в этом и есть сущность токенов NFT. Он стандартизирует право собственности на определенную категорию активов, но активы в рамках этой категории могут иметь очень разные рыночные стоимости. Продажа билетов – отличная возможность для NFT произвести революцию в отрасли. Токены NFT в качестве идентификации и сертификации. Скорее всего, уже очень скоро граждане страны смогут получать непродаваемый цифровой токен в качестве свидетельства о рождении, паспорта и водительских прав. Ими нельзя торговать, но такие NFT смогут взаимодействовать и проверять их с соответствующими властями. Вы также можете добровольно поделиться этой информацией с работодателями, врачами или кем-либо еще, кому нужна ваша личная информация. Может быть, вы могли бы получить свой университетский диплом в качестве цифрового токена. Можно попросить показать подтвержденный NFT диплом семейного врача. Данные, которые компании обычно собирают о клиентах, такие как история посещений или предпочитаемые товары, могут быть маркированы и сохранены. Выпуск своего NFT-токена. Выпуск своего NFT, то есть токенизация какого-либо объекта, называется минтингом. Самый простой способ заминтить свою работу, даже если вы нарисовали ее за 5 минут в PN Cinema 4D, это выставить на площадке Rarible или OpenSea. На Rarible ваша работа минтится сразу, поэтому вам придется рискнуть и заплатить за газ, то есть за возможность публикации работы на площадке. Советуем не торопиться и подождать среднюю стоимость за публикации, а там уже будет видно, купят работу или нет. Все зависит от работы автора. Заключение. Технология NFT позволяет оцифровать и сделать удобнее взаимодействие с любым товаром. Владение, покупку, продажу, подтверждение оригинальности и так далее. Токенизация сейчас добавляет товару ценность. NFT называют главным трендом в блокчейне в последние годы. Эта технология уже совершила революцию в искусстве. На очереди игры и другие сферы. Любой товар, который не может быть съеден и потреблен, с большой вероятностью будет токенизирован. На этом у нас все. Напоминаем, что вы всегда можете найти больше информации на канале Жажда Про и в описании под каждым видеороликом. Если вам понравилось видео, поддержите лайком и комментарием, а также подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. До новых встреч!